За время моего отсутствия произошло множество событий. И все это время, почти каждый день я думал, что я хочу снимать и как снимать. Мне кажется, я не могу просто так начать снимать снова. Я хочу что-то красивое и качественное. Бывало ли у вас такое чувство, когда вы долгое время не занимались любимым делом, решили начать заново, но не выходит? Все мысли будто испарились. Будто пространство в голове уменьшилось, и теперь в него помещается только одно предложение. Я не знаю, с чего начать. У меня какой-то ступор. Мне кажется, я забыл, как снимать, как выставить свет. Очень много пауз в голове. Раньше я слушал очень много музыки, смотрел обучающие видео, тренировал свою насмотренность, но я уже больше полугода всего этого не делал, и теперь я в тупике. В такой ситуации не остается ничего другого, как начать сначала. Начать снова тренировать свой мозг, глядя на работы других авторов. Okay, so let's turn What's going on, guys? film, edit, behind the scenes variable, and detail aperture. The camera Always want How did Brian fix action? Настало время погрузиться в самого себя и откопать все то, что ты нарабатывал годами. Мне кажется, многие просто готовы остановиться на этом этапе. Ведь совсем не просто начинать с нуля все то, что ты когда-то проходил. К сожалению, со мной такое происходит нередко. Но мое желание, видимо, намного сильнее меня. Потому что я очень много раз пытался заново начинать одно и то же дело. Собственно, поэтому я сейчас здесь. Я снова хочу вести YouTube-канал, обучать и просто делиться всем тем, что знаю, и рассказывать вам о том, что пробую. Многие из вас скажут, так в чем проблема? Просто бери и делай. И вы будете правы. Но тогда возникает другой нюанс. Я не знаю, на что снимать. У меня большое количество разнообразной техники, и это также вводит в ступор. Какую камеру выбрать? Ведь все они своеобразные, и у каждой есть свои плюсы и минусы. На эту я получу максимальное качество изображения, но она очень тяжелая. Эту камеру не жалко, и я могу легко снимать с ней на улице в минус 30, но есть нюансы при монтаже. Это выдает олдскульную картинку, поэтому качество так себе. Это полнокадровая, но не работает вход для микрофона. Это компактно и можно вести съемку от первого лица, но качество хромает. А это вообще снимает видео 360, и на монтаже нужно немного повозиться. Мне кажется, это сплошной кошмар оператора. Какое-то время я тупо сидел и думал, буду снимать на эту, а потом думаю, нет, на эту, и так постоянно. Поэтому я для себя усвоил одну вещь. Много техники – зло, если снимаешь один. Это как в магазине. Когда ты пришел и видишь огромное количество напитков, глаза разбегаются, и ты не можешь понять, что именно ты хочешь. Но когда выбора нет, он становится очевидным. Нужно оставить только самое необходимое. А именно то, что разнообразит твой контент. Пара объективов, в идеале один универсальный, легкая камера, штатив, стабилизатор. Ну, а из мелкого это может быть какой-нибудь накамерный микрофон. Кстати, вот этот я купил на Алиэкспрессе за 2000 рублей. Ну и компактный какой-нибудь свет
Вот этот стоил 300 рублей. И он очень удобный тем, что у него сзади магнитик, есть подставочка вот такая вот. В целом он куда-то цепляется и еще водонепроницаемый. Он очень яркий. Конечно же, в зависимости от того, что ты снимаешь. В остальном же можно пользоваться тем, что есть. Например, лампы, фонари или солнце. Ну и не стоит забывать про монтаж. Резко, звук, цвет, эффекты, переходы. Сколько же всего необходимо для создания контента. Я иногда даже не понимаю, как я вообще все это держу в голове. Ладно. С техникой вроде все понятно. Нужно почистить свои полки от хлама, и голове станет намного легче. Но тогда возникает следующий вопрос. Как закончить это видео?